Прежде чем мы начнем, приготовьтесь услышать истории, о которых редко говорят вслух. За блеском турецких сериалов скрыто куда больше, чем кажется. Закулисные решения, неожиданные карьерные повороты, громкие обсуждения в сети, моменты напряженной конкуренции и эпизоды, которые зрители видят лишь краем глаза. Сегодня мы разберем путь 5 актрис, которые в 2025 году стали центром внимания, не только благодаря своим ролям, но и тому, что происходило вокруг них. Некоторые из них переживали давление индустрии, другие становились героями громких обсуждений, третьи попадали в такие ситуации, от которых невозможно отвести взгляд. Но самое интересное – то, что объединяет их всех. Это дайджест новостей из официальных источников, собранный и переосмысленный специально для вас. А все, что вы услышите далее, авторское мнение, основанное на фактах, событиях и наблюдениях. И если вы думаете, что уже знаете, кто занимает первое место в списке самых влиятельных актрис Турции, досмотрите до конца. Именно там раскрывается то, что меняет картину целиком. Мы начинаем. Она появляется перед зрителем не сразу. Сначала вспыхивает свет софитов, звук камер, приглушенный голоса сотен людей, и лишь затем в центре этого вихря проявляется образ, который знают далеко за пределами Турции. Ханде Эрчел будто существует в двух измерениях одновременно. В одном она обычная девушка, когда-то мечтавшая о карьере художника, а в другом – лицо целой эпохи, отражение новой волны турецких сериалов, которые внезапно стали мировым культурным явлением. Ее путь кажется гладким лишь на первый взгляд, но именно в этой иллюзии и скрывается причина того, почему история Ханде так увлекает миллионы. Вспышка успеха, которая накрыла ее после премьеры романтического сериала, не была случайностью. На экране она умела делать то, что редко удается даже опытным артистам – передавать легкость, игру настроений, мгновенные внутренние переходы, которые зритель улавливал где-то на уровне ощущений. Казалось, каждый ее взгляд несет отдельную эмоцию, и именно поэтому поклонники по всему миру начали говорить о ней как о новой иконе восточной романтики. Но за ярким внешним блеском скрывалась совсем другая реальность, постоянная борьба с ожиданиями, давлением индустрии и собственными страхами, в которых она признавалась только близким. Когда тысячи подписчиков превращаются в миллионы, когда имя героини не сходит с трендов социальных сетей, а бренды выстраиваются в очередь за сотрудничеством, можно подумать, что успех становится естественным состоянием. Но для Ханде это был лишь первый виток, первая проверка на прочность. Каждый новый проект, каждый выход к прессе, каждый пост в соцсетях – все превращалось в бесконечный поиск равновесия между ролью звезды и внутренней потребностью оставаться самой собой. И чем стремительнее росла ее популярность, тем внимательнее мир следил за каждым шагом. Однако самое интересное в ее истории не масштаб известности, а то, как она решила двигаться дальше. Ханде могла закрепиться в амплуа легкой, романтичной героини и жить на волне стабильного успеха, но вместо этого выбрала путь, который заставил многих пересмотреть свое отношение к ней. Она начала брать более серьезные драматические роли, словно стремясь доказать не кому-то, а себе. За красивой картинкой стоит актриса, способная на глубокие переживания и сильные эмоциональные модуляции. Именно эта внутренняя трансформация стала переломным моментом, определившим дальнейший ход ее карьеры. Вокруг нее возникла новая энергия актрисы, которая не боится ошибаться, экспериментировать и идти против собственных стереотипов. И именно в этот момент зритель почувствовал, что наблюдает не за персонажем, а за живым человеком, который растет, меняется и открывается заново прямо перед камерой. Популярность перестала быть просто цифрами в статистике, она стала следствием искренней связи между Ханде и теми, кто росла вместе с ее ролями. Но что особенно удивительно, ее история не существует в изоляции. Она часть большой картины, своеобразного движения, которое за последние годы превратило турецкие сериалы в мировое явление, а турецких актрис – в новых глобальных звезд. И пока Ханде шла своим путем, стремясь к внутренней свободе и профессиональному росту, рядом с ней появлялись те, кто создавал совершенно другой, контрастный стиль игры и понимания эмоций. Их истории будут не похожи на ее, но именно в этом контрасте и раскрывается сила новой турецкой индустрии. И одна из таких героинь – женщина, чья карьера начиналась совсем иначе и чье имя станет следующим шагом в нашем путешествии.
Ее путь начинается не со светящихся декораций и не с крупных продюсерских проектов, а с танцевальной студии, где ритм задает все: характер, дисциплину, умение слушать свое тело. Димет Оздемир всегда двигалась вперед быстрее, чем обстоятельства успевали перестроиться под ее темп. Пока кто-то мечтал о первых съемках, она уже появлялась в музыкальных клипах, в рекламе, пробуя себя в каждом предложенном формате, словно заранее знала, все это однажды сложится в цельную картинку. И действительно, сложилось. Но далеко не сразу. Переход в актерскую профессию был для нее шагом в неизвестность. В ней не было академической подготовки, не было ощущения обязанности продолжить семейное дело. Было только желание рассказать историю, любую, через движение, голос, взгляд. И когда ей впервые предложили роль, никто не ожидал, насколько органично она войдет в новую среду. Димет не пыталась имитировать чью-то манеру или копировать успешные примеры, она привнесла в сериальную индустрию собственную динамику, а с ней чувство живой, непредсказуемой эмоциональности. Этот эффект стал особенно заметен, когда на экраны вышла романтическая история, мгновенно сделавшая ее объектом всеобщего внимания. Зрителей привлекала не только легкость сюжета, но и то, как Димет умела играть нюансы, от искреннего смеха до тихой уязвимости, появлявшейся лишь на долю секунды. Именно эти короткие моменты становились главными, потому что в них она была максимально настоящей. Популярность росла стремительно, порой даже слишком. Но в отличие от тех, кто пытается удержать достигнутое, она сделала ход, который удивил всех. Вместо того, чтобы закрепиться в привычном образе, Димет выбрала путь трансформации. Поменяла жанр, отказалась от легкости в пользу сложных элементов и серьезных эмоциональных дуг. Это решение стало для нее новым этапом, своеобразной профессиональной смелостью, которая позволила зрителю увидеть в ней не просто звезду романтических историй, а актрису со своим стилем, мощностью и внутренним характером. Разные периоды в ее карьере звучали как самостоятельные музыкальные темы, энергичные, драматические, контрастные. Именно эта способность к обновлению и сделала ее одной из самых обсуждаемых фигур в турецкой индустрии. Аудитория не могла предсказать, каким будет ее следующий шаг. А непредсказуемость – лучший способ удерживать внимание. Постепенно вокруг нее складывался иной образ, не просто популярной актрисы, а личности, чья энергия способна изменять ритм самой индустрии. Удивительно, как часто ее выбор становился катализатором перемен, вдохновляя молодых артистов на поиски собственных путей. И именно в этот момент стало ясно, турецкие сериалы переживают один из самых интересных этапов своего развития, а ключевую роль в нем играют актрисы, которые умеют ломать привычные рамки. Но самое яркое доказательство того, что меняется не только форма, но и сама аудитория, появление совершенно нового типа героини. Она моложе, смелее, ближе по духу к поколению, выросшему в эпоху быстрых перемен, и ее путь стал символом новой волны. Ее зовут Афра, и ее появление перевернуло представление о том, кто может стать лицом индустрии. Ее имя еще несколько лет назад звучало тихо, будто шепот в коридорах кастинг-агентств, но именно так и появляются те, кто затем задает темп целому поколению. Афра Сарачоглу появилась в индустрии не как громкое открытие, а как редкий тип личности, который сначала наблюдает, впитывает атмосферу, а потом, в нужный момент, заявляет о себе так, что мир невольно притормаживает, чтобы рассмотреть ее ближе. В отличие от многих, кто прорывается благодаря яркой внешности или шумному дебюту, Афра шла другим путем. Ее сила заключалась в тишине, в умении слышать партнера, в выразительности пауз, в способности сделать даже самый простой диалог многослойным. Когда ей доверили первую серьезную роль, зритель уже в первых эпизодах заметил то, что сложно описать словами: внутренний свет, который не нужно усиливать ни гримом, ни крупными планами. Он просто был. А затем появился сериал, который стал поворотной точкой, моментом, когда Афра вышла из статуса «перспективной» и стала одной из самых обсуждаемых актрис страны. Интересно, что ее популярность выросла не только из-за сюжета, но благодаря ее умению создавать необычную эмоциональную структуру персонажа, хрупкую, но стойкую, нежную, но принципиальную, молодую, но удивительно зрелую в своих внутренних переживаниях. Она словно соединила в себе противоречия, сделав их органичными. Поколение Z увидело в ней тот образ, который давно искало, героиню,
которая не боится быть чувствительной, но при этом не растворяется в чужих ожиданиях. Афра стала отражением современности, искренней, эмоциональной, немного хрупкой, но очень сильной. В соцсетях о ней говорили не только как о новой звезде, но и как о человеке, который умеет быть собой в индустрии, где это получается далеко не у всех. Но с ростом популярности приходит и новое испытание – внимание. Внимание прессы, брендов, общественности, а иногда и критики, которая готова разобрать на детали каждый ее жест. Афра переживала эти процессы по-своему, тихо, сосредоточенно, почти медитативно. Она не отвечала резкими заявлениями, не подогревала скандалы. Вместо этого она делала то, что у нее получалось лучше всего – играла. Каждый новый проект становился для нее шагом вперед, и именно эта внутренняя настойчивость сделала ее не просто популярной, а значимой. Актрисой, которая формирует эстетический вектор, стиль, манеру речи, направление моды, идею внутренней свободы. И чем больше она росла, тем очевиднее становилось – индустрия меняется вместе с ней. Но прежде чем Афра появилась на этой сцене, турецкая индустрия уже знала женщин, которые подняли планку так высоко, что до сих пор остаются ориентиром для молодых звезд. Одной из них была актриса, чья карьера стала эталоном утонченности, силы и профессионального достоинства. И именно к ней теперь обращается наш рассказ, к женщине, чьи роли невозможно забыть, даже если прошло много лет. Ее зовут Фахрие, и ее история открывает совершенно иной взгляд на турецкое кино. Она вошла в индустрию так, как входят люди, у которых внутри есть спокойная уверенность в том, кто они и куда идут. Без резких заявлений, без стремления понравиться всем сразу, но с тем особым внутренним стержнем, который ощущается с первых минут появления на экране. Фахрие Эвджен всегда выделялась не только красотой, хотя именно о ней чаще всего говорят в начале, но и тем, как она умела создавать вокруг себя атмосферу глубины, будто каждый ее персонаж несет собственную историю еще до того, как произнесет первую реплику. Ее ранние роли стали для многих зрителей открытием. Актриса будто умела соединять две противоположности – мягкость и силу, традиционность и современность, спокойствие и скрытую эмоциональную энергию, проявлявшуюся в самые нужные моменты. И когда она впервые получила крупный проект, стало ясно, что на экране появилась не просто очередная молодая звезда, а актриса, способная выдерживать серьезные драматические линии, не теряя естественности. С годами ее присутствие в турецкой индустрии превратилось в своеобразный ориентир. Роли менялись, персонажи становились глубже, сложнее, многослойнее, но в каждом из них оставался ее фирменный штрих – спокойная харизма, которую невозможно имитировать. Фахрие умела играть эмоции, не повышая голос. В ее движениях, взгляде, даже в тишине между фразами всегда было больше смысла, чем в длинных монологах. Ее жизнь тоже стала частью ее образа. Выбор семьи, приоритет личного пространства, перерывы в карьере – все это воспринималось не как отдаление от индустрии, а как подтверждение ее зрелости. Она показывала аудитории, что актриса может оставаться в центре внимания, не теряя границ и не уступая внутренним ценностям. А когда спустя время она вновь возвращалась к работе, зрители каждый раз видели обновленную, но неизменно цельную Фахрие, уверенную в себе и в том, что хочет сказать своим искусством. Ее влияние сложно переоценить. Многие молодые актрисы, которые сегодня только начинают путь, упоминают ее как пример того, как можно сочетать карьеру, личную жизнь и профессиональную ответственность. И поскольку она всегда выбирала проекты осознанно, аудитория знала, если Фахрие берется за роль, значит, впереди их ждет сильная, глубокая история. Но, как ни удивительно, именно благодаря такой стабильности и элегантности особенно ярко проявляется контраст с другой актрисой, чья энергия совсем иного типа. Если Фахрие – это классическая форма, тонкая линия традиции и выдержанности, то следующая героиня – воплощение эмоциональной интенсивности, внутренней уязвимости и бескомпромиссной искренности, которую чувствует даже тот, кто видит ее впервые. Именно она стала символом того, что сила актрисы не только в образе или технике, но и в способности показать зрителю самое хрупкое, самое честное внутри себя. Ее путь был непростым, но именно в этом и заключается его красота. Теперь настало время рассказать историю Неслихан, актрисы, чьи роли живут в памяти зрителей гораздо дольше, чем длится любой сериал.
Она появляется на экране так, словно несет с собой не роль, а целую вселенную чувств, которые невозможно перепутать ни с чьими другими. В Неслихан Атагюль есть редкая особенность: она создает не образ, а состояние, и зритель будто незаметно попадает внутрь этого состояния, теряя ощущение времени. Ее героини никогда не бывают поверхностными, каждая словно соткана из тончайших эмоциональных нитей, и именно эта глубина стала ее отличительным знаком в индустрии. Начинала она скромно, будто пробуя мир на прочность. Но с самого начала было понятно: перед зрителем не просто перспективная актриса, а человек, который воспринимает творчество всерьез, почти как форму внутреннего диалога. Ее ранние работы уже выделялись особой искренностью, не преувеличенной, не нарочитой, а такой, что чувствуется даже в тихой сцене, где нет ни резких движений, ни ярких эффектов. Она умела играть тишину, и это было ее главным преимуществом. Но настоящий перелом произошел позже, когда Неслихан получила роль, которая изменила и ее карьеру, и отношение зрителей к турецким драмам. Эта история стала международным феноменом, а ее персонаж – символом силы и внутренней борьбы, знакомой каждому, кто когда-либо сталкивался с неожиданными испытаниями. Неслихан не просто сыграла характер, она прожила его так, что зрители по всему миру ощущали эмоции героини как свои собственные. Именно в этот момент стало ясно: перед ними актриса, для которой переживание не инструмент, а органичная часть художественного языка. Но путь звезды редко бывает прямым. Бывали периоды, когда она оказывалась перед выбором, который менял все: продолжать ли работу, когда тело подает сигналы, требующие внимания. Оставаться ли в проекте, если роль требует больше, чем человек способен отдавать в данный момент? Эти решения стали ее личными испытаниями, но именно они сформировали тот образ, который так ценит аудитория, актрисы, которая умеет быть честной и с собой, и со зрителем. После этого начался новый этап, зрелый, глубокий, вдумчивый. Неслихан стала выбирать проекты не ради громкости, а ради смысла. Появились фестивали, авторские работы, сотрудничество с режиссерами, которые ценят в ней способность превращать любую сцену в тонкое эмоциональное высказывание. И чем дальше она шла, тем яснее становилось: эта актриса не стремится быть просто известной, она стремится быть нужной. Нужной зрителю, истории, профессии. Ее влияние ощущается не через массовую популярность, а через то эмоциональное пространство, которое она создает. Молодые актрисы смотрят на нее как, например, искренности, а зрители – как на человека, который напоминает: глубина может быть сильнее внешнего блеска. И в этом финальном аккорде истории 5 самых ярких звезд современной турецкой индустрии именно Неслихан подводит итог без слов. Она показывает, что сила актрисы не в громкости, а в тишине, где живут настоящие чувства, и именно эта тишина делает ее одной из самых значимых фигур своего поколения. Так завершается наше путешествие через 5 уникальных путей, которые вместе создают живую, изменчивую картину турецкого кинематографа нового времени, мира, где магия экранных историй рождается благодаря тем, кто умеет говорить сердцем. 5 историй, которые мы прошли, складываются в цельную картину. Турецкая индустрия сегодня – это не просто сериалы, а мощный культурный пласт, созданный актрисами, каждая из которых привнесла нечто свое. Ханде – масштаб и харизма новой эпохи. Димет – энергия перемен и профессиональная гибкость. Афра – голос молодого поколения. Фахрие – элегантность и зрелая стабильность. Неслихан – глубина, которая идет дальше экранного эффекта. Хотя каждая из них занимает свою нишу и влияет на индустрию по-особенному, зрительский интерес и объем обсуждений в 2025 году создают четкую структуру популярности. Ниже представлено условное, но логичное распределение мест, основанное на влиянии, упоминаниях в медиа, активности аудитории и общем культурном импакте. Рейтинг популярности актрис Турции, ноябрь 2025. Ориентировочные проценты отражают уровень совокупного интереса аудитории. Одно место – Ханде Эрчил, 28%. Самая обсуждаемая, самая цитируемая международная медийная икона. Ее имя стабильно находится в топах соцсетей и глобальных рейтингах. 2 места – Димет Оздемир, 23%.
универсальность, смена жанров, огромная фан-база и высокая активность в информационном поле. Сильная позиция благодаря постоянным изменениям и смелым проектам. 3 места. Афра Сарачоглу, 20%. Любимица молодого поколения, стремительный рост, свежий стиль и мощный интерес после последних проектов. Ее кривая популярности – одна из самых быстро растущих. 4 места. Неслихан Атагюль, 16%. Международное признание, глубокие эмоциональные роли, высокая вовлеченность зрителей. Менее массовая, но более сильная в плане влияния. 5 места. Фахрие Эвджен, 13%. Эталон элегантности, стабильная многолетняя популярность, узнаваемость за пределами Турции. Ее аудитория менее шумная, но очень преданная. Если объединить их вместе, становится ясно, популярность – лишь верхний слой. Настоящая ценность в том, как каждая из них изменила лицо турецкого кино. Ханде привела индустрию к глобальной узнаваемости. Демет доказала, что актриса может меняться и оставаться в центре внимания. Афра стала символом новой, современной искренности. Неслихан дала миру глубину, которая редко встречается в массовых проектах. Фахрия напомнила, что классика остается вечной. Каждая из них – не просто место в рейтинге, а элемент целой эпохи. Спасибо, что были с нами и досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось наше путешествие по миру турецких актрис, обязательно подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», ставьте лайк и напишите в комментариях, о ком вы хотите услышать в следующих выпусках. Ваше участие – наша лучшая мотивация. До встречи в новых историях!